Меня зовут Марина Логинова. Я люблю рисовать, работаю со стеклом уже больше 20 лет. Знакомство у меня получилось очень интересное. Я пришла на завод шлифовщиком, у нас такая была профессия, очень похожа на огранку хрусталя. Ну вот примерно такие грани резали большими кругами. Ну и, соответственно, у этого инструмента было ограничение определенное. Спасибо моей мастерице, которая в училище заметила, что я этими кругами пытаюсь рисовать всякие портретики кошечек. И говорит: Логинова, что ты мучаешься? Пойдем, я тебя отведу в другой цех, там есть гравюры, выберешь себе мастера и пойдешь туда учиться. Станок – это инструмент, который надо как-то приточить, припаять и с ним подружиться, привыкнуть. Не так это быстро, как хотелось бы. И, наверное, лет 5 у меня ушло, не меньше, только чтобы научиться делать качественных орлов симметричных, красивые цветы. Потом пошел опыт у меня работы в частных разных компаниях небольших, которые занимались сувенирной продукцией, копии делали старинных вещей, кубки петровские, вензеля, монограммы, виды Питера. У меня так случилось, интересно, что у меня уже была выставка серьезная, художественная, которая прошла в музее городской скульптуры, потому что был очень большой уже стаж работы. Я считаю, на тот момент я уже 8 лет только художественным руководителем проработала, обучила девочек. Можно больших высот добиться в одной области, но ты потом поймешь, что тебе просто этого мало. Пошла учиться в институт, потому что мне просто не хватало информации, базы, и, наверное, уже настолько заштамповалась в этой вот серийной продукции, что хотелось чего-то нового. Большое количество стекла и посуды, которая, периодически должна быть перед глазами, потому что есть такая работа, которая не делается быстро, и она зреет. Поэтому мастерские я уже давно снимаю по разным местам, а это уже просто необходимость такая производственная. Вещи находятся по-разному. То есть иногда идешь, просто ходишь как охотник в поисках какого-то предмета, и иногда приходят сами даже предметы, сами себя находят. А иногда долгие такие, пути. И бывает даже такое чудо, когда у тебя собирается коллекция. Опять же, дело не одного года, к сожалению. Бывают заказчики, которые приходят со своим стеклом. Бывает, что покупается специально под них. Иногда даже изготавливаем. То есть выдуваем или спекаем какие-то определенные формы, договариваемся уже с нашими друзьями, стекольщиками, которые это умеют. Процесс гравировки, он достаточно прост. Выбираешь предмет, и в зависимости от его формы, от толщины стекла, на эту глубину, в общем-то, и врезаешься. Рисуешь, заполняешь это пространство. То есть за станком я работаю предметом. У меня крутится вал, и я делаю движение руками. Качество изображения зависит и от формы изделия. То есть какие-то предметы просто по своей форме, конструкции не подходят для определенного рисунка на станке. То есть усложняется задача намного, чем ты бы просто в любом месте подлезаешь бормашинкой. Она, конечно, выручает, без нее никак тоже. Для каких-то мелких деталей, подполировать что-то. Или когда ты объемную вещь держишь, еще тяжелее этой, конечно, руки устают и приходится приобретать большие тоже круги на бормашинку. А вот фьюзинг и вот это все спекание, само по себе, оно очень интересно тем, что оно, сами красивые вот эти фактуры от спекаемого стекла, оно часто, иногда очень вообще самодостаточное, оно даже не просит никакой гравировки. Если только это не специальное какое-то стекло, которое, оно было задумано для того, чтобы его зарезать. Толщина вот этого слоя, она, конечно же, имеет значение. То есть такие совершенно тонкие слои крашеные, которые
просто-напросто, если ты их спилишь, уже не будет вот этих вот полутонов и всей этой красоты. Стекло, оно очень капризное. То, что если ты не будешь к нему прислушиваться, конечно, очень легко его, так скажем, потерять вот эту музыку. Идеи, они по-разному приходят. Бывает, просто есть тема. Опять же, выставки, какое-то мероприятие. Мне нравится, например, тема фэнтези, немножечко какой-то такой, вроде бы и нереальная такая история, но в то же время вот сказки наши, если возьмешь, там все равно какая-то есть мудрость своя, поэтому, нравятся вот такие стилизованные изображения тех же драконов, каких-то замков, помечтать немножко, пофантазировать. Мне в последнее время очень актуальна тема природы. Давно я уже наблюдаю за растениями, цветы, коллекционирую всякие разные гравюры, и старинные, и фотографии цветов, вот вообще растительный орнамент. Это мне нравится. Животные, также вот все эти зверюги. Природа — это вообще неиссякаемый источник вдохновения. И ангелы. Вот как это пошло у меня мамочка верующая. Наверное, вот от мамы досталась эта любовь к ангелам, крылатым существам. Может быть, немножечко что-то такое одухотворенное, что тебя немножко поднимает над этими серыми буднями нашими. Вот. Мне хочется двигаться все время дальше, как такому любопытному путешественнику в мире стекла. Мне вот просто нравится экспериментировать и находить какие-то новые возможности, потому что, опять же, готовый предмет, он тебя привязывает к себе же, да, уже, то есть ты уже за рамки этой вазы, какая бы она прекрасная ни была, ты уже не выйдешь. А если ты хочешь просто, например, изобразить ветер, или дождь, или вот какой-то такой теплый осенний вечер, и вот ты уже думаешь, елки-палки, как же тебе вот заставить человека представить это? Сейчас хочется со светом поработать, потому что свет и стекло, они неразлучны. Они очень даже зависимы, и при разном освещении даже цвет меняет. Гравировка, она вообще без света немыслимая. Ее нужно обязательно подсвечивать. И как ты это делаешь, это вот уже дело опыта. Так интересно, что все ученики, они тебя тоже обогащают. То есть ты смотришь, как делают они, учишься и понимаешь, как-то и себя корректируешь, потому что невозможно уметь все. И невозможно в этом во всем достичь какого-то совершенства. Просто так люди не приходят. И вот у меня нашлись такие дети талантливые, потрясающие совершенно. Я сама в них влюблена, и я рада, если я могу чем-то их вдохновить и продвинуть. Но главное, моя задача, мне кажется, это их утвердить в том, что они действительно гениальны, талантливые, им надо просто над этим работать. Такая есть какая-то неуловимая красота в жизни, когда ты понимаешь, что на самом деле ты просто живешь, чтобы оставаться человеком. И даже растешь ты в этом творчестве, чтобы, может быть, через вот эту обратную связь, насколько твои работы кого-то делают лучше или радостней, уже хорошо. Уже порадовал, уже замечательно. Потому что, мне кажется, в нашей жизни столько стресса. И я очень рада, что если я могу каким-то детям помочь отключиться и, может быть, переключиться и настроиться на что-то более лучшее, интересное, и даже задуматься немножечко о себе, что ты можешь в себе изменить, это уже замечательно. Это, я думаю, вот это самое замечательное, что может быть, влиять каким-то лучшим образом своим творчеством, своим делом.